Вы ведь все знаете, что мы живем в трехмерном мире, где основные величины это длина, ширина и глубина. Также мы с этим сталкиваемся, представляя глубину на экране монитора в виде осей X, Y и Z, где оси X и Y образуют 2D, а при добавлении оси Z мы получаем 3D. И сегодня мы поговорим о главном инструменте манипуляции пространством на экране монитора. Open your eyes. Если вы хоть раз сталкивались с видеомонтажом, обработкой изображений, работали с 3D-редактором и многими другими приложениями, вы сталкивались тем или иным образом с движением объектов в пространстве по этим трем осям, где элементы управления не всегда отображаются, и результаты их работы вы можете видеть в виде чисел в соответствующих окнах. Но в 3D-редакторах практически всегда вы можете наблюдать классический элемент управления в виде цветных стрелок, где красный это X, зеленый Y, а синий Z. Почему именно такие цвета? Я хз. Но думаю, никаких глубинных смыслов здесь нет, и были взяты классические цвета модели RGB. И за все время пользования различным 3D софтом я не помню исключений из этого правила. Поднимите руку те, кто обращал на это внимание. На данный момент это настолько стандартизированный инструмент, который присутствует в любом 3D редакторе. Даже при работе с 3D в Photoshop, хотя реализация этого элемента управления там на любителя. Но этот инструмент используется не только для движения объектов, но также для поворотов объектов относительно опорных точек и для их масштабирования, по-простому изменения размеров. Для удобного переключения между этими функциями обычно используют горячие клавиши, а именно W – движение, E – поворот и R – масштабирование. У этого правила уже чаще бывают исключения, но отклонение от стандартов не всегда приводит к положительному результату, превращая стандартный инструмент в не самый эргономичный. Есть еще очень много нюансов и способов работы этого инструмента, но для этого нужно будет сильнее углубляться в другие функции софта. Самое простое, что можно сказать о дополнительных функциях, не вызывая панику, то что движение объектов может быть как классического вида, так и движением на заданные отрезки, то есть по сетке, что может значительно ускорить работу, так как не будет требовать очень точных движений. И очень часто используется движение объектов с примагничиванием. Магнититься может к чему угодно в зависимости от заданных правил, которые обычно просто меняются. У этого метода тоже имеется масса плюсов, одним из которых точность, что и требуется от хорошего инструмента. Говоря о вращении объектов, то тут все попроще, но не менее важно. Наверное, чаще всего вы будете пользоваться точным вращением относительно одной оси с определенным шагом градуса. Стандартная привязка для вращения обычно составляет 5 градусов. Но что если нам нужно повернуть сразу множество объектов за раз? И тут есть как минимум две самые распространенные функции, а именно вращение относительно каждой опорной точки, при которой вращается каждый объект по отдельности, либо относительно общего центра, при котором вращение объектов происходит как вращение планет вокруг Солнца. Масштабирование также имеет множество вариантов и способов использования. Но главное преимущество нашего манипулятора, что мы можем как отскейлить объект сразу по всем осям, так и деформировать его по отдельности относительно каждой оси. Есть различные варианты деформации, но они уже разнятся от софта к софту. На данный момент я, наверное, могу сравнить важность этого элемента управления наравне с компьютерной мышью, по крайней мере, если вы пользуетесь подобным софтом. В любом случае, знание принципа работы облегчит новое знакомство с большинством программ. Я предупреждал. Наконец-то! Строите ли вы локацию из примитивов, манипулируете большим количеством слоев, монтируете сложные композиции или даже просто строите домик в Майнкрафте? Все движения можно описать этими тремя осями. Хотя, конечно, чаще всего вы сталкиваетесь только с двумя, на экране монитора перемещая курсор мыши по нему. И, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, этот ролик будет полезен или хотя бы интересен. Напишите об этом в комментариях. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Ведь только от вашей поддержки зависит выживаемость этого канала. Дальше будет интереснее. Всех благ!